Магия или обман? Вы покупаете билет, садитесь в кресло, погаснет свет. На сцене появляются актеры и начинается магия. Логично предположить, что театр – это и есть те, кто на сцене, верно? Но давайте снимем этот глянцевый слой. Если бы не люди в тени, актеры, возможно, играли бы в полной темноте, абсолютной тишине и, скорее всего, голышом. Театр – это не просто чистое вдохновение. Это сложнейший завод по производству коллективных иллюзий. И сегодня мы разберем этот механизм на шестеренке. Кто все эти люди, чьих лиц мы обычно не видим? Режиссер – архитектор пустоты. Долгое время создание спектакля было процессом достаточно хаотичным, когда каждый старался перетянуть одеяло на себя. Действие закручивалось вокруг актеров, становясь своеобразным бенефисом знаменитых актеров или даже именитых художников. Тексты пьес часто сокращались или переписывались по ходу постановки, а декорации и костюмы подбирались случайно. Но начнем с очевидного и самого главного. Режиссер. Его часто называют автором спектакля. Но что он делает по сути? Он не пишет текст, это сделал драматург. Он не шьет костюмы. Режиссер – это архитектор смыслов. Его задача – взять двухмерный текст пьесы и выстроить из него трехмерный живой мир. Он переводит слова в действие, распределяет энергию в пространстве. И главное, заставляет всех остальных – художников, композиторов, актеров – видеть один и тот же сон. Режиссер определяет, какой будет интерпретация текста, который до него, возможно, использовали тысячи. Именно он расставляет смысловые акценты, делая текст более близким и значимым для своего зрителя. И именно режиссер определяет, как спектакль будет взаимодействовать с пространством конкретного зала. Но так было не всегда. Самому понятию режиссер в европейском понимании чуть больше 150 лет. До конца XIX века жизнь театрального представления определяли драматурги, художники или ведущие актеры, а репетиции сводились к тому, чтобы просто распределить, кто из какого угла сцены говорит свои реплики. Профессия родилась только тогда, когда европейский театр захотел абсолютной правды и психологической точности. И на сцене появился человек, собравший хаос в единую систему. Герцог Георг II Саксон-Мейнингенский в 1870-е годы впервые в истории стал выстраивать на сцене исторически точные декорации, добиваясь идеальной ансамблевой игры и виртуозно управляя массовкой. Его новаторство заложило основы режиссуры как управление всем процессом. Для европейской традиции режиссуры важна новизна, импровизационность режиссера. Появление необходимости этой специальности связано с концепцией единого авторского видения. А вот на Востоке все шло иначе. Профессия режиссера в традиционных формах театра здесь появилась только в XX веке. И в основном европейские режиссерские школы, в первую очередь русского театра, просто адаптировались к древним философским и ритуальным традициям Азии. В японском театре Но или Кабуки, например, классического режиссера-демиурга не было веками. Но кто же тогда все это придумывал и заставлял работать как часы? Ответ – коллективное время. Столетиями поколения мастеров различных школ передавали каноны от учителя к ученику, буквально оттачивая каждое мимолетное движение пальца, наклон головы или интонацию. Это очень похоже на восточную чайную церемонию, которая, если вдуматься, тоже является полноценным театральным перформансом. В ней нет режиссера, который каждый раз импровизирует и решает, как взаимодействуют участники церемонии. Но то, как именно мастер держит чашу, как наливается вода и где сидит гость, просчитано до миллиметра. Магия здесь рождается не из новизны, а из абсолютного, возведенного в культ совершенства ритуала. В таком театре главным режиссером выступает сама традиция. Таким образом, если у режиссера-архитектора спектакля нет внятного плана, концепции или векового канона, вместо замка он построит обычный сарай. Пространство и костюм – художники материального мира. Режиссерскую идею воплощает в жизнь художник. Их может быть несколько. Художник-постановщик, художник по костюмам и гриму, художник по свету и различным медиаэффектам. Но художник не просто механически делает то, что хочет режиссер. Пространство сцены – это не просто комната, где стоят стулья. Это метафора. Сценограф решает, в каком мире живут герои – в огромной клетке, в стерильной белой коробке или на горе мусора.
Художник, с одной стороны, визуальными средствами поддерживает и раскрывает идею режиссера, а с другой он создает дополнительные смыслы и эмоции через видимую часть спектакля. И здесь у европейской и восточной традиции снова оказывается разная философская основа. В Европе сценография долго шла по пути иллюзии, пусть фантастического, невозможного пространства. Начиная с эпохи Возрождения и барокко, художники рисовали на холстах уходящие вдаль улицы и строили трехмерные декорации, чтобы зритель поверил: перед ними настоящий Рим или бушующее море. Увлечение обманками в живописи плавно переместилось в пространство сцены. После того, как театр перешел преимущественно в пространство замкнутого зала, западный художник всегда стремился заполнить пустоту сцены материальным или иллюзорным миром, расширяя пространство сцены. На Востоке же художник – это мастер лаконичности. В японском театре но или китайской сицуй, музыкальной драме, сцена почти неизменна веками. Это пустое, но наполненное символами пространство. Длинный деревянный помост ханамичи или вертикальный свиток вместо задника. Восточная сценография работает с пустотой как со смыслом. Зачем строить дворец, если два актера, синхронно сделав 3 шага по пустой сцене, могут одним этим жестом показать, что они преодолели путь через всю страну? Здесь декорации рождаются в воображении зрителя. Но не стоит думать, что восточный символизм – это отказ от технологий. Как раз наоборот. В Европе издавна существовали различные механизмы для перемещения декораций. Но именно в японском театре кабуки в XVIII веке появился первый в мире поворотный круг для быстрой смены локаций и потайные люки-подъемники. Восточный художник с успехом управлялся не только философией пространства, но и передовой инженерной мыслью. А чтобы актер не слился со стенами, за дело берется художник по костюмам. На Западе эта профессия в нашем понимании родилась вообще чуть ли не в XX веке. До этого подмостки Европы часто были главным фэшн-показом эпохи. Актеры играли в своей роскошной личной одежде, а зрители шли в театр в том числе посмотреть на новые тренды. Гастроли в США в 1880-81 годах великой Сары Бернар были несколько омрачены тем, что таможенники потребовали с нее огромную пошлину, заявив, что ее гигантский гардероб, то ли 40, то ли 60 огромных сундуков с роскошными костюмами, это не личные вещи, а товар на продажу. После ее спектаклей, конечно, последовали извинения, а курьез лишь подогрел интерес публики и прессы. А после русских сезонов Дягилева Париж и Лондон буквально сходили с ума, перенимая восточные мотивы в городской моде. А Лев Бакст, один из важнейших художников для дягилевской антрепризы, после отъезда из России становится востребован не только как театральный художник, но и модельер. К исторической точности и психологии персонажа театральный костюм пришел очень поздно. В некоторых восточных театральных традициях можно встретить костюм, так же как и в раннем европейском театре, показывающий только социальный статус или профессию. Однако на Востоке костюм не был подвержен модным изменениям. Он всегда был монументальной архитектурой и строгим социальным кодом. В театре но наряды некоторых героев настолько огромные и жесткие, что меняют саму анатомию актера, превращая его в живую скульптуру. Здесь нет места бытовому реализму. Костюм – это чистый иероглиф. Японский или китайский зритель по одному взгляду на узор, длину рукава или форму плеч мгновенно считывает, кто перед ним – благородный господин, куртизанка или переодетый демон. Каждая складка или атрибут здесь священный и неизменный веками. Свет и звук – режиссеры атмосферы. Теперь добавим магии, которую сейчас воспринимаем как должное. Этой магией занимается художник по свету. В Европе его история – это история технологического прогресса. Театры, перейдя в закрытое пространство здания, веками пытались победить полумрак. Сначала жгли тысячи сальных свечей в люстрах, с которых жир и воск капал на зрителей, а помещение наполнялось копотью и гарью. К середине XIX века в театре появляется газовый свет, чуть лучше освещавший сцену и которым проще было управлять, но который оставался не менее опасным, от которого то и дело горели здания дотла. И только в конце XIX века в театре появляется электрический свет. Свет стал лепить форму, прятать изъяны и буквально управлять нашими глазами, превратившись в сложнейшую партитуру.
Благодаря достаточно хорошему электрическому освещению в декорацию пришел полноценный цвет, став одним из сильнейших способов воздействия на зрителя. На Востоке же к свету относились как к ритуалу и тайне. Традиционно спектакли шли при дневном свете, но когда действие переносилось в сумерки, каждая традиция решала проблему освещения своим уникальным способом. Так в кабуки родился потрясающий феномен. Специальный человек в черном, куроко, ходил по сцене рядом с актером и держал перед его лицом зажженную свечу на длинном бамбуковом шесте, чтобы зрители видели мимику в самый драматичный момент. Этот живой колеблющийся огонь не пытался залить всю сцену светом, создавая иллюзию. Он выхватывал только главное, делая полумрак и длинные тени полноценными участниками мистического действия. Куроко не только подсвечивали лицо и маску актера, но и в целом помогали сцене ожить. Еще один невероятно значимый участник постановки – это, конечно, звукорежиссер. На Западе театральный звук долго был делом механическим. Чтобы зритель услышал бурю, за кулисами крутили барабаны с камнями или трясли листы железа. А на Востоке звук изначально был слит с драматургией. В кабуки, например, главный спецэффект создают деревянные колотушки ки. Когда актер застывает в кульминационной позе, этот стук по дереву звучит как кинематографический акцент, заставляя зал затаить дыхание. Звук здесь не просто подражает природе. Он напрямую работает с подсознанием, создавая смыслы там, где глаза сомневаются. Невидимые слуги сцены. Но кто же собирает этот сложный пазл во время самого показа? В Европе для этого есть монтировщики. Они работают, как правило, в темноте или в антрактах, скрытые занавесом. На Востоке пошли другим путем, создав концепцию черных людей, куроко японского или джима китайского театра. Они появляются прямо посреди действия, уносят реквизит, двигают ширмы или помогают актеру мгновенно сменить костюм. По правилам традиционного театра, в частности кабуки, эти люди считаются невидимыми для зрителей, которые должны делать вид, что куроко не существует на сцене. Современный европейский театр также взял себе на вооружение этот хитрый прием. Театр – это иллюзия, созданная сотнями невидимых рук. И в следующих выпусках мы заглянем в мастерскую каждому из этих мастеров. Подписывайтесь на Theatre Illumination, здесь мы включаем свет.